Hi everyone! Вот мы с вами и приступили к первому модулю, собственно, Spotlight 11, Unit 1A, Reading Skills, навыки чтения. Вот так вот он у вас выглядит, чтобы вы не забыли, как выглядит ваш учебник, да? Итак, упражнение первое. Тема у нас простая. Family ties a world apart. Семья связывает мир. Или, тут такая вот игра слов, это можно еще перевести как семейные узы. A world apart еще означает completely different, как бы совершенно разное. То есть все эти семейные узы отличаются, и все могут быть совершенно разные. И в то же время это означает, что семья связывает мир. Ну, вот такая вот игра слов на английском. Different. Home, contact. Это здесь просто в виде веб-пейдж страницы, да, нарисована статья. И вот продолжение ее. Photos, blog, search. Окей. Поехали с этой странички, начнем. Задание первое. Unit 1A, Reading Skills, Exercise 1. Close your eyes and listen to the music. Сейчас послушаем. Think of your family at home on a cold, snowy winter Sunday evening. What can you see, hear, smell? How does it make you feel? So, подумай о своей семье дома в холодный, снежный, зимний, воскресный вечер. Представь, да? What can you see, hear, smell? Что ты можешь увидеть, услышать, понюхать, унюхать? То есть какие образы тебе приходят, какие запахи вспоминаются? How does it make you feel? Как это заставляет тебя чувствовать, что ты при этом чувствуешь? Ну, наверное, homesick, особенно если вы далеко от семьи, да, to feel homesick, это чувствовать себя скучающим. Ну, тут очень похоже на Christmas какой-нибудь story. Такой fireplace, камин, Christmas tree и музычка. Очень такая классическая, очень что-то до боли знакомое. Вот. Ну да, здесь, конечно же, музыка навевает такие восторженно-ностальгические воспоминания. Далее. Study skills. Reading for specific information. Когда мы читаем для конкретной информации, ищем в тексте. Что мы делаем? Find the keywords in the questions. Найдите ключевые слова в вопросах. Read the text and find phrases that match the keywords. Прочитай тексты и найдите фразы, которые подходят, match, соответствуют ключевым словам. The information may be paraphrased. Навсегда, скорее всего, будет перефразирована. Информация может быть перефразирована. This helps us do the task. Это нам помогает сделать задание. Ну, как бы да, к 11 классу уже пора бы уметь находить соответствие. Смотрим. Смотря, конечно, какое задание. Вот делали что-то тут у нас не совсем получалось, по-моему. Сейчас я вспомню, что там мы делали. Итак, Russian National Exam. Опять же, к этому тексту Family Ties a World Apart. ЕГЭ, задание ЕГЭ. Match texts AG with headings 1 to 8. Есть headings, вот эти вот утверждения, заголовки. И есть несколько текстов. Текстов получается 7 на 8 заголовков. Put your answers into the table. Сюда ответы. Each number can only be used once. Каждое число можно использовать только один раз. There is one extra heading. Один лишний заголовок. Какие утверждения? Everyone helps bring up the children. Заголовок такой, что все помогают воспитывать детей. Families and law. Семьи и закон. Having a family comes first. Иметь семью – это первоочередное, идет первым. Sharing time between parents. Делить время, распределение времени между родителями. Having lots of siblings. Иметь много братьев и сестер. Sibling – это единокровный, единоутробный ваш брат, сестра. То есть кто-то такой вот немножко, скажем, официальное название брата или сестры, siblings, да. When the whole family gets together, когда вся семья собирается вместе. Living with an older relative, проживание с каким-то старшим родственником. Family reputation is important, семейная репутация важна.
Ну вот будем искать, имейте в виду, что нам надо будет найти, когда будем читать. Listen to, мы послушаем и, конечно же, переведем. Read the text again, explain the words in bold. Их слова, выделенные жирным, посмотрим. Так, а по заданию у вас здесь vocabulary. Complete the male-female equivalent. Завершите мужской и женский эквивалент вот этих слов. Значит, смотрите, что имеется в виду. Если у вас stepfather, отчим, то вам надо просто написать, что stepmother, да? Если у вас brother-in-law, брат по закону, это какой брат? Это ваш зять, да, деверь, шурин. Короче, человек, который становится вам братом, если вы, например, женитесь, и брат вашей жены ваш brother-in-law. То же самое в отношении женщины. Брат вашего мужа, your brother-in-law. In-law означает в законе, то есть после брака, путем закона становится вашим братом, не по крови, да? Мы здесь пишем что? Sister-in-law, да? Получается невестка. Nephew, аналог женский, это niece, племянница. Nephew, племянник. Half sister, получается, что у вас полубрат. Half brother, когда у вас один родитель общий, либо мама, либо папа. Mother-in-law, соответственно, мать в законе, это теща, свекровь. Или father-in-law, это будет либо тесть, либо свекр. Grandson, получается, вместо son вы скажете granddaughter, внучка. Great-grandfather, прадедушка. Вместо father, mother, да, просто напишите. Great-grandmother, прабабушка. Ex-husband, бывший муж, значит ex-wife, бывшая жена. Widow, вот наше слово из новых слов, да, в нашей вордбуке, первым словом у нас было вдова. Значит, widower, вдовец будет, просто суффиксом er. Twin sister, сестра-близнец, значит, будет twin brother, брат-близнец. Окей. Далее задание на speaking больше. Write 5 family names on a piece of paper. Напиши 5 имен семьи на бумажке, на куске бумаги. Swap papers. Обменяйтесь этими бумажечками. И find out. Найди, обнаружь, как бы спроси how your partner is related to each person. И узнай, как твой напарник соотносится к каждому этому человеку, кто нему приходится. Например, who is Peter? He's my grandfather. He died before I was born. Кто такой Питер? Он мой дедушка. Он умер до того, как я еще родился. Ну, в общем, пишите, да, Мэри, у нас не Мэри. Но, опять же, может быть, не Маша, а Мария. Пишите что-то нейтральное. Потому что если напишите Мария Ивановна, сразу будет понятно, что это вряд ли ваша сестра, да, что-то либо тетя, либо бабушка, кто-то постарше. Ну, тем не менее, вам надо угадать, точнее спросить, и человек ответит, можно, в принципе, и полное имя. Ему все равно отвечать, объяснять, кто это. Well, хорошо. Собственно, теперь идем на сам текст. Family ties a world apart. Поехали. Слушаем и разбираем, переводим. Exercise 3, page 10. Family ties a world apart. What makes a family in Moscow different from a family in Beijing? And what makes it the same? No matter where you come from, family is the cradle of life and love, the place where you feel special, secure and accepted. Давайте по частям. Итак, семейные узы можно перевести как по всему миру, или семейные узы как совершенно разные, и семейные узы связывают мир. Это все вот эти все три значения, по сути, можно вытащить из заголовка. Поехали. Вступление. Что делает семью в Москве, отличающейся от семьи в Бейджинге? Бейджинг – это Пекин. В нашей русской транскрипции, да, в нашей традиции транскрибирования, транскрипции китайских названий еще с Российской империи идет. Это Пекин. Название стало. На Западе не все понимают, если вы скажете Пекин, не все знают, что это столица Китая. Они Бейджинг чаще слышат. And what makes it the same? И что делает их семью эту одинаковой? No matter where you come from, неважно, откуда бы вы ни были родом, семья – это cradle, колыбель, помните, начало, исток как бы жизни и любви. Место, где вы чувствуете себя особенным, secure, защищенным и accepted, принятым, там, где вас принимают. Идем дальше. Let's take an inside look at the lives of 6 teens from around the world. И тут внезапно возникает второй абзац. Тут где-то здесь явно пропущена запись была с другого издания, да? Let's have an inside look.
Inside look. Взгляд изнутри. Давайте посмотрим на жизнь 16, да, 16-летних, подростков. As we see how special events As we see their special events, когда мы будем наблюдать их, когда мы посмотрим на их особые мероприятия, то есть когда мы сейчас в статье увидим их там семейные какие-то мероприятия, cultural traditions, культурные традиции and family bonds и семейные узы. all play a part in shaping the unique All play a part, все играют роль, которые playing part, все играющие роль в unique structure, в уникальной структуре. structure and lifestyle of each of their families. And lifestyle, и в жизненном стиле жизни каждой из семьи, из этой семьи. Окей, понятно. So let's have this inside look. Так. Китайская мелодия. China. I am an only child because, in 1979, the government in my country introduced a one-child-per-family policy to control China's population explosion. In the countryside, several generations often live under one roof. In urban areas, however, housing is small and can only accommodate a nuclear family. So I live with just my parents. All my relations live close by. We care for and help each other and spend a lot of time together. Family honour is very important in Chinese society, as is respect for your elders. Давайте разберем. Итак, я единственный ребенок, потому что в 1979-м правительство в моей стране ввело политику один ребенок на семью, чтобы контролировать китайский взрыв рождаемости, взрыв населения. Но его, кстати, отменили буквально года 2-3 назад, 3-4 года назад уже отменили, уже могут двоих рожать. В сельской местности несколько поколений часто живут под одной крышей. В городских районах, однако, проживание, дома, эти квартиры маленькие и могут только accommodate, разместить nuclear family, нуклеарную семью, то есть когда только родители и ребенок. Поэтому я живу только с моими родителями. Все мои родственники, relations, собиратели названия, да, родные, живут близко, close by. Мы заботимся и помогаем друг другу и проводим много времени вместе. Семейная честь очень важна в китайском обществе, так же, как и уважение для старших, к старшим. China, Cheong, 16. Итак, из выделенных слов only child, единственный ребенок, policy, политика, honor, честь, elders, старшие. Тут вроде бы все слова старые, вам их выделили, тем не менее. Идем дальше. Cheong, 16. По музыке понятно, да, что мы следуем. Russia. I am an only child and I live with my parents and my grandma, or babushka, as we say here in Russia. My grandpa passed away last year, so babushka left a house in the country to come and live with us here in the city. When I was young, I lived with my grandparents at their dacha, and in many ways they were like parents to me. I don't see my parents as much as I would like, as they work long hours. Still, we've learnt to make the most of our time together. So there's never a dull moment in our house. Здесь Russia, Natasha, 15, слова dull moment, как мы уже выписали с вами, это скучный момент, да, и pass away, умереть, в смысле, либо исчезнуть, либо умереть, скончаться. Так, я единственный ребенок, и я живу с моими родителями, моей бабушкой, или бабушка, как мы здесь говорим в России. Вы что же так говорите? Бабушка. У них почему-то эта дурацкая привычка, это очень популярное слово за границей. Бабушка, не бабушка, а бабушка. Итак, мой дедушка скончался в прошлом году, поэтому бабушка покинула свой дом в деревне, чтобы приехать и жить с нами здесь, в городе. Когда я была маленькая, я жила с моими дедушкой и бабушкой на их даче, в их деревне, да, и во многом, in many ways, они были как родители для меня. Я не часто вижу моих родителей, не так много, как я бы хотела, так как они работают длинные часы, то есть много работают. Однако, still, все же, мы научились делать лучшее брать из нашего общения вместе, с нашего времени вместе, поэтому никогда нету никаких скучных моментов, никакого скучного момента в нашем доме.
Окей, идем дальше. Natasha, 15. Italy. Значит, это уже здесь. My parents both come from large families, but in ours there's just my brother and I. Although the birth rate has dropped a lot here in recent years, family still takes priority. My parents make us feel special. We can express ourselves openly and have our opinions listened to. We have lots of family celebrations, and we often share Sunday lunch with my grandparents, aunts, uncles and cousins. Meal times are really important to us, as they are to most Italians. After dinner, we often dress up and go out for a passeggiata or evening stroll. Passeggiata на итальянском passare, гулять, passeggiata, прогулка. Ну или вечерняя прогулка, как здесь и сказано. Stroll — это прогулка, dropped — это падать или вниз что-то бросать. Drop the gun, помните, бросай оружие. Take priority — это быть в приоритете. И birth rate, уровень рождаемости, это мы с вами выписывали. Итак, разбираем. Italy. Sylvia, 19. Что она говорит? Мои родители оба родом из огромных семей, но в нашей всего лишь мой брат и я. Хотя уровень рождаемости упал значительно здесь в последние годы, семьи все еще занимают какой-то приоритет, берут, ну, как бы главное, остаются главным. Мои родители сделали нас чувствующими себя особенными. То есть они делают так, чтобы мы чувствуем себя особенными. Мы можем выражаться открыто и иметь наше мнение, к которому прислушивается. У нас много семейных праздников, и часто делим воскресный ланч, воскресный обед с моими бабушками, дедушками, тетушками, дядюшками и кузенами, кузенами. Время еды очень важно для нас, так же, как и для большинства итальянцев. После ужина мы часто наряжаемся, идем на улицу на вот эту passeggiata, на прогулку или вечернюю прогулку. Окей, разобрали. Дальше. Sylvia, 19. England. My parents are separated, so my sister and I live with our mum. We spend most weekends at our father's place, though, as our parents think it is important that they both remain a big part of our lives. I don't see much of either of my grandparents, as they live in different cities. I am very close to my maternal grandmother, though, and I speak to her on the phone a lot. Thomas, 17. Итак, что говорит нам Томас из Англии? Мои родители не живут вместе, они separated, да, разделены дословно. Поэтому моя сестра и я живем с нашей мамой. Мы проводим большинство выходных однако у папы at our father's place, так как наши родители считают, что это важно, чтобы они оба оставались большой частью нашей жизни. Я немного вижу никого из моих дедушек и бабушек, так как они живут в разных городах. Я очень близок к моей бабушке по материнской линии, maternal grandmother, однако, и я разговариваю с ней часто по телефону, много по телефону. Окей, идем дальше. Jordan. My family is the center of my life. Family hierarchy is very important in Jordan, and the young show respect to the old at all times. Getting married and having a family is a top priority for me. My marriage will probably be arranged by my father, which is quite common here. I have a large family, and my house is often full of relatives visiting us. Indeed, the concept of privacy is alien to us Jordanians. Aliyah, 17. Aliyah, 17 из Джордан — это Иордания. Момент такой. Джордан — это имя, Джордан — это Jordan River, река Иордан, кто в курсе, да, где находится, сейчас посмотрим. И Иордания как страна. Что же она говорит? Моя семья — это центр моей жизни. Семейная иерархия очень важна в Иордании. Также и молодые показывают уважение к старшим всегда, at all times. Женитьба и иметь семью — это высший приоритет для меня.
Мой брак будет, скорее всего, устроен моим отцом, что довольно-таки повсеместно здесь принято здесь. У меня огромная семья, и мой дом часто полон родственников, навещающих нас. В самом деле концепция, идея приватности и уединения абсолютно чужда нам, иорданцам, Jordanians. Окей. Next. Что там у нас еще? Japan. The Japanese believe that the strength and support of the family is essential for reaching your full potential in life. Like all Japanese children, I was taught to obey authority and to be very polite, as poor behaviour would reflect badly on my family. Being a parent is considered a very important role. My sister and brother-in-law have just had their first child, so they have started calling each other Otu-san and Oka-san, father and mother, instead of their first names. This is very common here. Takumi, 18. Окей. Что говорит Такуми из Японии? Что японцы считают, что сила и поддержка в семье – это очень essential, необходимо, важно для достижения вами полного потенциала в жизни. Как все японские дети, я был приучен to obey authorities, повиноваться авторитету, власти, тому, кто выше вас, и быть очень вежливым, так как поor behavior, плохое поведение, дословно бедное поведение, отразилось бы плохо на моей семье. Быть родителем считается очень важной ролью. Моя сестра и зять, ее муж, только что родили ребенка, своего первого ребенка, так что теперь они начали называть друг друга Ото-сан и Ока-сан, мама и папа, вместо своих имен. First name – это первое имя. Имеется в виду в вашем имени. Если Иван Иванович, то Иван – это ваше первое имя, да? Обычное имя. Здесь это очень common, общепринято, распространено. Окей. И, в принципе, все. У нас закончилась запись, но у нас осталось еще Абан из Ганы. И давайте про него почитаем. In Ghana, when we say family, it includes parents, grandparents, aunts, uncles, cousins. Children are raised by everybody, so we have very close relationships. When I was 8, my 2 brothers and I moved to the city with my parents, so we don't live in the same house as my grandparents and aunts and uncles and cousins anymore. I really miss them, but we always go back to the village on holidays. Окей, в Гане, когда мы говорим «семья», это включает в себя родителей, дедушек, бабушек, тетушек, дядюшек, кузенов. Дети выращиваются всеми, поэтому у нас очень тесные взаимоотношения, связи. Когда мне было 8, 2 моих брата и я переехали в город с моими родителями, поэтому мы сейчас не живем в том же доме, как и мои дедушка, бабушка, дяди, тети и кузены больше. Я действительно скучаю по ним, но мы всегда идем и едем в деревню обратно на праздники. Собственно, разбор сделали. Давайте теперь посмотрим задание. Все-таки попробуем подобрать, да? Еще с той странички. Так, и для разнообразия посмотрим, где же вообще находятся эти страны. Смотрите, Гана – это вот западное побережье Африки. Вот Африки изгиб, видите, Атлантика. Вот, там рядышком у нас что? Того, Бенин, Нигерия пошла туда, да, вот Кот-д'Ивуар – это берег слоновой кости, Буркина-Фасо – вот такая вот страна. На Атлантику выходит. А Джордан, смотрите, страна Джордан, Иордания, как раз река, а вот река Jordan River, вот она, смотрите, вот протекает, вот это Dead Sea, Мертвое море, вот Израиль маленький такой, да. West Bank – это не западный банк, это западный берег, вот так и называется, западный берег реки Иордан, а Jerusalem – Израиль. Вот Сирия, Дамаск, да, вот Ливан, Либанон, маленькие все страны, мелкие. Так, вот уже Египет, Порт Саид, это Синайский полуостров пошел. Вот это вот Джордан. Такая вот страна Ближнего Востока. Так, поехали делать упражнения. Нам надо набрать соответствие между заголовками. Вот этими вот. Давайте вспоминать, что у нас там было. Everyone helps bring up the children. Это было про мальчика из Ганы, да, который говорил. И
Значит, E1. Families and the law. Тут у меня вопрос. Семья, семьи и закон. Это явно что-то про восточное. Либо Китай, который China, который по закону запрещали как бы иметь большие семьи, это A. Либо вот там, где повиновение authorities, obey authority, вот это вот намек F. Ну, наверное, больше все-таки Китай. Ну, допустим, Япония. Либо Китай, либо Япония. Having a family comes first. Иметь семью, которая на первом месте всегда. Family comes first. Это про девочку из Иордании, которая говорила, наверное, что это ее главное top priority. То есть сначала семья, потом все остальное. D. Так. Sharing time between parents. Вот это вот однозначно про английского мальчика, которого родители separated, и они вот на выходных к отцу ездят, да. C. У having lots of siblings. У кого было много братьев, сестер? По-моему, ни у кого. Даже тот, который из Ганы, их всего там 3 брата, да, он говорил, 3 brothers and I. Или 2 brothers and I. 2 brothers and I. А 3 это немного, это для вообще ни о чем, особенно для Африки. Ладно, ставим знак вопроса, может быть, это как раз будет лишним. When the whole family gets together. Это про итальянцев, да, когда вся семья собирается там, где про обеды. Они говорили обеды и ужины вместе. G. Living with an elder relative. Это про нас. Вот она с бабушкой живет. И family reputation is important. И вот это опять либо Япония, скорее всего, F. Либо опять же Китай, где family honor is very important Chinese society. Ну, так вот, двусмысленно. Ну, короче, расставляем. A. Мы Гану не написали, да? Которую семья все воспитывают. И. Мы сказали? Сказали, вот. Мы же вот сюда написали. И это one. A, наверное, все-таки Китай, families and the law, да, 2. B, это 7, living with an elder relative. C, sharing time between parents, это 4. Боже, как запутано. D, having a family comes first, 3. F, 8, family reputation is important, пусть будет Japan. И G, when the whole family gets together, G6. Как-то так. Но вот это, да, возможно, взаимозаменяемые A и F. Есть у меня сомнения. Ну ладно, оставим так. Читаем. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 7, 5 не подходит. Having lots of siblings. Ну, вроде как ни у кого не было что-то много детей. Окей, тогда следующий кусочек давайте мы уже продолжим в другом ролике. В смысле, будем вот эти упражнения, все, что касается упражнений, и Вордбук, у нас же еще Вордбук есть, ваш школьный на Unit 1, и сделаем вместе одним кусочком. Все, пока-пока. Затем теперь вы знаете, где находятся Джордан и Гана. Мы обогатили ваш внутренний мир несказанно. Все, пока-пока.